Сегодня мы поговорим о овсянке и есть ли в ней глютен с комментарием врача-аллерголога. Для начала подпишись на канал, нажми на колокольчик и в конце поставь лайк, так больше людей увидит это видео. Спасибо, друзья, за вашу поддержку и спонсорство. Наша команда очень вам благодарна. Все варианты помощи в описании к видео. Ну, тогда начнем. Есть ли в овсянке глютен? Встречали ли вы на упаковке овсянки отметку «Не содержит глютен»? На самом деле в овсе нет глютеновых белков. Глютен попадает в упаковку овсянки из-за того, что она упаковывается в одном помещении с пшеницей, рожью, ячменем. Поэтому, чтобы создать безглютеновую овсянку, ее упаковывают изолированно от глютеновых злаков. Для того, чтобы понять, насколько эти следы глютеновых загрязнений потенциально опасны, давайте обсудим, для чего нам безглютеновая овсянка. Есть две категории людей, которым она может быть нужна: люди с аллергией на глютеновые белки пшеницы, ржи, ячменя, люди с целиакией. Сегодня мы знаем, что люди с аллергией могут иметь достаточно высокую пороговую дозу, то есть нормально переносить следы аллергена в еде. Поэтому при аллергии на глютен обычная овсянка с возможными следами глютена может абсолютно нормально переноситься. Что касается целиакии, при этом заболевании полное отсутствие глютена принципиально важно. Как оказалось, в пищевой промышленности одной из технологий проверки овсяной крупы на отсутствие глютена является иммунологический анализ, то есть обработка такой овсянки меченными антителами к глютену. Логика простая: если глютен есть, антитела к нему прикрепятся, и с помощью меток мы увидим эти комплексы. И тут выяснилось, что белки овсянки авенины, относящиеся к тому же семейству, что и глютен, проламином, тоже прикрепляются к таким антителам, что затрудняет применение этого теста. Он может быть ложноположительным. Исследователям удалось выяснить, что такая перекрестная реактивность отличается между сортами овсянки, и поэтому существуют рекомендации для производителей безглютеновой овсянки, какие сорта овса выбирать, чтобы снизить риски ложноположительных контрольных тестов. Что касается пациентов с целиакией и аллергией, многочисленные исследования подтвердили, что несмотря на перекрестную реактивность авенинов и глютена в пробирке, овес безопасен при аллергии и непереносимости глютена. Отправляйте пост друзьям, родным и близким. Эта информация будет всегда актуальна. Будьте внимательны к своему здоровью и не забывайте вовремя проходить контрольные исследования, если это требуется. Обращайтесь за помощью к грамотному специалисту и никакого самолечения. На этом все. Здоровья и удачи вам, друзья!